В это воскресенье стало известно, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию. Он был госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гиена-Барре. По словам самого Чубайса, который передала его супруга, бывшему руководителю Роснана внезапно стало плохо, начали отниматься руки и ноги. После отравления Алексея Навального и других покушений с помощью новичка, любые внезапные ухудшения здоровья у такого человека, как Чубайс, сразу же вызывают подозрения. После начала войны с Украиной Чубайс подал в отставку с последнего своего серьезного поста, который на тот момент занимал, советника президента, и к тому же еще и уехал из России. Ему удалось стать единственным видным государственным деятелем, который таким образом выразил свое отношение к происходящему. У него, без сомнения, есть достаточно глубокие знания о том, как на самом деле устроены политические процессы в России. Масло в огонь подлило сообщение, что комнату, где находился Чубайс после его госпитализации, якобы обследовали специалисты в костюмах химзащиты. Мы не будем с вами сегодня спекулировать на теме возможного отравления. У нас нет никаких подтверждений этой версии. Синдром Гиена-Барре – это заболевание, которое в том числе может развиться у людей, недавно переболевших ковидом. В группе риска как раз мужчины среднего возраста и пожилые люди. И учитывая, что Чубайс находится в Европе, а не в Омске, можно надеяться, что мы в итоге получим полную и адекватную информацию о причинах случившегося. Сейчас же поговорим про самого Чубайса. Сложно найти более противоречивую фигуру в нашей современной истории. Его одинаково не любят как сторонники коммунистических идей, так и некоторые демократы. Фраза Ельцина, ну и затем передача куклы «Во всем виноват Чубайс» буквально стала лейтмотивом 90-х годов. Во всем виноват Чубайс. Что? Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо. При этом Чубайс, без всякого преувеличения, архитектор сегодняшней России. Он приложил руку и к рыночным реформам ельцинской эпохи, и к приходу в Кремль Владимира Путина, и к структуре нынешней администрации президента, практически ко всему. Как это вообще возможно? Быть одновременно и главной мишенью для критики, и тем, кто определяет политический ландшафт в стране на протяжении десятилетий? Как удалось Чубайсу найти свое место и при Ельцине, и при Путине? Давайте разберемся. Анатолий Борисович Чубайс родился в 1955 году в семье офицера советской армии. Получив аттестат, он поступил в инженерно-экономический институт, где изучал экономику производства. Разумеется, советскую экономику, советского производства, исключительно с марксистских позиций. Но важно отметить, что это был вуз не с академическим, а с практическим уклоном. Там готовили не теоретиков, а хозяйственников, людей, которые должны были впоследствии возглавлять заводы и фабрики. Их готовили к столкновению с реальностью, и поэтому идеологический гнет в инженерно-экономическом институте был не таким сильным, как в других местах. После окончания института Чубайс там же защитил диссертацию и получил место доцента. Постепенно к нему пришло понимание, что в СССР что-то устроено не так. Что несмотря на бравурные сообщения газет и телевидения о колосящейся пшенице и постоянном росте благосостояния трудящихся, советская экономика находится на грани большого кризиса. Несмотря на самый вкусный в мире пломбир и колбасу за 2,20 и внешнее благополучие брежневского застоя. Вокруг Чубайса в конце 70-х годов сложился неформальный кружок экономистов, который начал осторожно высказывать очень крамольные по тем временам мысли. Например, в одной из статей Чубайс с коллегами утверждали, что об эффективности предприятия можно судить только по прибыли. Сегодня эта мысль кажется очевидной. Не то что доценту экономического факультета, а вообще школьнику старших классов. Так устроена капиталистическая экономика. Не бывает бизнеса без прибыли. Он просто разорится и закроется. Но для людей, воспитанных в советской системе, где главным результатом было выполнение плана, а не какая-то там прибыль, это очень прогрессивный был ход рассуждений. В 1983 году Чубайс познакомился с Егором Гайдаром, московским экономистом, который основал похожий экономический кружок уже в Москве.
Убедившись, что их идеи совпадают, Гайдар и Чубайс решили объединить усилия, создать общую команду, такой think tank, для помощи умирающей советской экономике. В эту команду входили Петр Авен, ныне основатель Альфа-банка, Алексей Улюкаев, Андрей Нечаев, а чуть позже Альфред Кох, Алексей Кудрин и многие другие. Участники кружка Гайдара Чубайса в будущем сформируют первое правительство свободной России и будут проводить экстренную рыночную трансформацию страны. Тем временем в СССР к власти пришел Михаил Горбачев и начал перестройку, политику реформ в самых разных сферах, в том числе и в экономике. К работе над программой реформ привлекли и команду Гайдара Чубайса, но их идеи показались советскому правительству слишком радикальными и были отвергнуты. План Гайдара предполагал отказ от фиксированных государственных цен, разрешение свободной торговли и проведение приватизации. Это фактически означало демонтаж советской плановой экономики, к чему руководство КПСС было не готово. Однако частичные меры положение не исправили. К концу 80-х Чубайс был уже довольно известным человеком в Ленинграде. На выборах в Ленсовет в 1990 году он поддержал Анатолия Собчака, который уверенно победил. Собчака избрали председателем Ленсовета, а Чубайс стал заместителем главы горосполкома, то есть, по сути, вице-мэром. В это время Чубайс познакомился с Владимиром Путиным, помощником Собчака и его правой рукой. Но в северной столице Чубайс работал недолго, вскоре он приехал в Москву. После поражения путча ГКЧП в августе 1991 года распад СССР стал неизбежен. Президент России Борис Ельцин, который вышел победителем из противостояния с путчистами, приступил к формированию правительства. Возглавить правительство он решил сам, а на должность заместителя пригласил Егора Гайдара. Фактически Гайдар стал премьер-министром России и получил мандат на формирование кабинета. Должность в этом кабинете получил и Чубайс. Он стал председателем комитета по управлению государственным имуществом. Дальше узнаем, какие задачи и насколько успешно решал Чубайс, но сначала небольшая реклама. В далеком 2015 году братья Готовцевы из Якутска основали свою игровую студию Fantastic и уже через несколько лет вышли на международный уровень. Игра Radiant One в 2018 году заняла 6-е место по продаваемости в Соединенных Штатах, а их новая разработка, игра The Day Before, стала самой ожидаемой на платформе Steam. Это сделали разработчики из Якутска. Это доказывает, что успешную карьеру сегодня можно построить где угодно. Разработчик игр может работать из любой точки мира, будь то Лос-Анджелес или вот российский город, например, Якутск. А игровые студии все время развиваются и ищут специалистов, которые будут создавать сказочные виртуальные миры. Научиться делать игры вы можете в онлайн-школе Skill Factory на курсе «Разработчик игр» на Unity Pro. Вы научитесь создавать игры от этапа идеи до законченного релиза на движке Unity. Unity прост в освоении. Это самый популярный движок и, к тому же, кроссплатформенный. На нем делается большинство мобильных игр. После обучения у вас в портфолио будет 7 готовых игр разных форматов, от аркады до многопользовательских танков. Вы научитесь программировать на C#, изучите основы 3D-моделирования, геймдизайна и поймете, как реализовывать собственные креативные идеи, выпускать их на рынок и зарабатывать на этом хорошие деньги. Средняя зарплата разработчика игр на Unity в России 120 тысяч рублей. Причем увеличить свой заработок или получить повышение можно уже во время обучения. 67% студентов Skill Factory сделали это. Skill Factory специализируется на технических профессиях, у них хорошие отзывы. А во время всего обучения вам помогут чуткие менторы. Еще у Skill Factory есть карьерный центр, который поможет вам найти новую работу. Регистрируйтесь на курс по ссылке в описании, чтобы стать востребованным гейм-разработчиком или создать игру своей мечты. А по промокоду CATS вы получите скидку в 45%. Задача перед Чубайсом была архисложная. Он отвечал за приватизацию, то есть за передачу государственной собственности в частные руки. В СССР, как вы знаете, частной собственности не было.
За пределами небольшого числа появившихся в годы перестройки кооперативов, все советские предприятия, магазины, учреждения и так далее принадлежали государству. Но государство плохой собственник. Заводами, фабриками, совхозами руководили красные директора. По сути, это были чиновники. Их больше интересовало собственное благополучие, чем эффективность предприятия и его прибыль. А во время перестройки они получили возможность с помощью кооперативов паразитировать на своих производствах. Реализовывали продукцию по фиксированным госценам в карманный кооператив, оформленный на тещу, а оттуда продавали уже за нормальные деньги продукцию, оставляя просто разницу себе. Все это создало огромную проблему для новой России. Требовалось с нуля создать прослойку реальных собственников, людей, которые хотят заниматься бизнесом и готовы развивать предприятия, инвестировать в них, создавать рабочие места, и таким образом двигать экономику вперед. Первым этапом тогда стала так называемая малая приватизация. С аукционов были распроданы небольшие предприятия бытового обслуживания. Магазины, рестораны, кафе, прачечные. Эта часть приватизации была очень успешной. 85 тысяч предприятий, примерно 70% от общего числа вообще всех предприятий, обрели новых владельцев за 1,5 года. Затем пришло время средних и больших предприятий. С ними все сложнее. Они стоили дорого, и денег на их покупку у людей не было. Купить металлургический или автомобильный завод могли себе позволить разве что некоторые особо разбогатевшие красные директора или мафиозные боссы. Но требовалось каким-то образом включить в этот процесс всех россиян. Поэтому приняли решение проводить ваучерную приватизацию. Ваучер – это такой чек номиналом в 10 тысяч рублей. Такая сумма получилась простым делением стоимости всех предприятий страны на число граждан. Каждый россиянин, включая детей и пенсионеров, получал ваучер. Дальше его можно было обменять на акции завода, который вам понравился, на специальном чековом аукционе и стать собственником. Но это было так только в теории. По факту же ваучерная приватизация стала неудачей и навсегда испортила репутацию своему автору, Анатолию Чубайсу. Граждане в основном не имели никакого представления о том, что им вообще делать с этими странными бумажками. У них не было ни соответствующего образования, ни опыта взаимодействия с инструментами рыночной экономики. Они легко становились жертвами мошенников, которые обещали им золотые горы. Многие продали свои ваучеры за копейку или обменяли вообще на бутылку водки, а кто-то вложил бумагу в чековые инвестиционные фонды, которые затем испарились вместе со всеми ваучерами. Именно в такой фонд попал мой ваучер. В итоге часть предприятий оказались в собственности красных директоров, которые просто скупили ваучеры у сотрудников, используя административный ресурс, а другие перешли под контроль преступных группировок. Приватизация в России была, конечно, необходима. Но Чубайс и гайдаровское правительство вынуждены были проводить ее в спешке, с недостаточной подготовкой, и в итоге не добились желаемых целей, во всяком случае не всех. Массового класса собственников, миноритариев, большого количества людей, которые владели бы акциями предприятий, не возникло. Бюджет от приватизации получил копейки. Но зато в глазах многих граждан слова «либералы» и «демократы» стали ругательными. Чубайс, объявляя о введении ваучеров, говорил, что на один чек можно будет купить 2 «Волги». Эту фразу ему будут вспоминать всю жизнь. Однако нельзя забывать и о положительной стороне чубайсовской приватизации. Если у вас есть в собственности, например, квартира в России, дом или земельный участок, это как раз следствие приватизации. В СССР квартиры не принадлежали гражданам, и лишь после его распада, благодаря рыночным реформам, стало возможно оформить их в собственность и легально распоряжаться ими. Продавать, покупать, дарить или сдавать в аренду. Но Чубайс свой имидж, к сожалению, испортил навсегда. Тем не менее, он остался в правительстве, даже после того, как Ельцин был вынужден в качестве уступки Верховному Совету отправить в отставку Егора Гайдара. Следующий эпизод, связанный с приватизацией – залоговые аукционы 1995 года. На них были проданы 12 крупных предприятий. ЮКОС достался Михаилу Ходорковскому, Норникель – Потанину и Прохорову, Сибнефть – Роману Абрамовичу. Сделки эти были притворными. Имущество продавалось по сильно заниженным ценам, а участники заранее сговаривались между собой.
Чубайс был в то время вице-премьером и не руководил непосредственно залоговыми аукционами, однако он поддержал эту затею, что стало еще одним гвоздем в гроб его репутации в глазах граждан России. В 1995 году в России состоялись парламентские выборы. Победили на них коммунисты, а проельцинская партия «Наш Дом Россия» получила всего 10% голосов. Виновником был объявлен Чубайс, и в начале 1996 года Ельцин отправил его в отставку. Именно к этому времени относится та самая фраза «Во всем виноват Чубайс». Но Чубайс был Ельцину нужен. В стране просто не было других политических менеджеров такого же уровня. Поэтому уже весной 1996 года Чубайс оказался руководителем предвыборного штаба Ельцина, который шел на второй срок. Чубайс провел легендарную кампанию под лозунгом «Голосуй или проиграешь». Благодаря ему Ельцин победил во втором туре, хотя начинал с рейтингом менее 5%, и все считали фаворитом Геннадия Зюганова. Победа Ельцина не единственный успех Чубайса в тех выборах. Ему удалось сделать немыслимое по сегодняшним меркам. Он, человек с репутацией либерала, смог одолеть в аппаратной борьбе силовиков. Дело в том, что у Ельцина с самого начала было фактически два штаба. Одним, неофициальным, руководил Анатолий Чубайс. Официальный штаб, вместо того, чтобы заниматься агитацией, разрабатывал планы отмены выборов и введения чрезвычайного положения. Они не верили, что Ельцин сможет победить на выборах. Чубайсу пришлось уговаривать президента не делать этого, и в конечном итоге он смог найти правильные слова. Но Коржаков и Барсуков, оставшись неудел, затаили обиду. Между первым и вторым туром выборов охранники президента задержали на выходе из Белого дома двух сотрудников предвыборного штаба Чубайса. В руках у них была коробка из-под бумаги марки Xerox с наличными долларами. Это было для той компании обычным делом. Но Коржаков и Барсуков хотели воспользоваться этим скандалом для расправы с либералами и отмены выборов. Однако Ельцин снова занял позицию Чубайса. И уже следующим утром начальник охраны и директор ФСБ были уволены, а государственный переворот не состоялся. После победы Ельцина на выборах в знак благодарности он назначил Чубайса руководителем своей администрации. Это было непростое время. Ельцин сильно болел. Он часто оказывался в больнице, и в итоге его администрация из управления делами и канцелярии превратилась в самостоятельный орган, определяющий политику государства. Именно Чубайс тогда создавал структуру администрации президента, которая действует до сих пор. И именно во время работы главой администрации Чубайс пригласил в Москву своего прежнего знакомого из Петербурга, Владимира Путина. Путин оказался безработным после того, как его шеф Анатолий Собчак проиграл в 1996 году губернаторские выборы. И Чубайс нашел ему должность в управлении делами президента, а затем назначил на пост руководителя Главного контрольного управления. Так началась большая политическая карьера Владимира Путина. Однако работа главой администрации Чубайса не сильно прельщала. И вскоре он вернулся в правительство. Ельцин, искавший способы ускорить забуксовавшие реформы, в 1997 году назначил первыми заместителями премьер-министра Черномырдина двух молодых либералов – Анатолия Чубайса и Бориса Немцова. Чубайс стал еще и министром финансов. К новым вице-премьерам тогда сразу приклеилось прозвище «младореформаторы». Но попытка оказалась безуспешной. В Думе большинство было у коммунистов, и они изо всех сил саботировали предложения Чубайса и Немцова. Ну а роковым для реформаторов стало их столкновение с олигархами, крупными бизнесменами, поддержавшими Ельцина на выборах в 1996 году. Они рассчитывали на продолжение выгодной для себя приватизации. Но это шло вразрез с планами Чубайса, который был заинтересован в проведении по-настоящему конкурентных аукционов, чтобы пополнить бюджет и исполнять обязательства государства. Главный скандал развернулся вокруг конкурса по продаже государственного пакета акций компании «Связинвест». Олигарх Борис Березовский рассчитывал, что компания отойдет ему, но конкурс прошел честно и победил другой участник, предложивший большую цену. Березовский развернул против Чубайса настоящую медиавойну, а он был владельцем Первого канала, он мог многое сделать. Ее решающим актом стало так называемое «книжное дело»,
Чубайса и еще нескольких человек обвинили в том, что они получили аванс в размере $90 тысяч за еще не написанную книгу про историю российской приватизации. По нынешним временам история просто смехотворная. Да и книгу-то в итоге написали и выпустили. Но тогда фигуранты книжного дела были вынуждены покинуть правительство. В 1998 году Анатолий Чубайс возглавил РАО ЕС. Там он был должен провести либеральные реформы, реформировать госкорпорацию, заведующую всей электроэнергией в стране, и создать вместо энергетического монополиста рыночную среду. И задачу он выполнил. В 2008 году РАО ЕС было ликвидировано и разделено на 23 независимых компании, в том числе 2 государственные и 21 частную. Год спустя Ельцин наконец определился с преемником. Им стал Владимир Путин. В августе 1999-го его назначили премьер-министром, а затем Ельцин подал в отставку, и Путин превратился в исполняющего обязанности президента России. Чубайс утверждает, что он выступал против назначения Путина и отстаивал вариант с Сергеем Степашиным. Это был предшественник Путина в кресле руководителя правительства. Чубайсу казалось, что у Степашина больше шансов победить кандидата от левых сил на предстоящих президентских выборах. По словам Чубайса, он эту свою позицию изложил абсолютно всем, и Ельцину, и главе администрации Волошину, и даже самому Путину. Но влияние Чубайса на президента к тому времени закончилось. Ельцин к нему не прислушивался. И Степашин был отправлен в отставку, а Путин возглавил кабинет министров. Чубайс, символ предыдущей эпохи, нашел себя и в новое время. В нулевые годы он продолжил играть довольно заметную роль в российской политике. Сначала он стал сопредседателем Союза правых сил и входил даже в тройку федерального списка на парламентских выборах в 2003 году вместе с Немцовым и Хакамадой. Союз правых сил, правда, тогда получил всего 4% голосов и в Думу не прошел. Постепенно Чубайс от публичной политики отошел, превратившись в менеджера и руководителя госкорпораций. В 2008 году на волне медведевской либерализации он стал главой Роснано. Тогда на какое-то время показалось, что Россия возвращается на прежний курс развития. Президент Медведев говорил, что свобода лучше, чем не свобода, открывал Сколково и ездил в Кремниевую долину. Назначение Чубайса руководителем высокотехнологической отрасли было в этом ряду абсолютно логичным шагом. Ничего хорошего из этого не получилось. Ни Роснано, ни Сколково, ни другие проекты по созданию русского айфона не закончились ничем, кроме траты бюджетных средств. В этом нет непосредственной вины Чубайса. Сама попытка создать за государственные деньги постиндустриальную экономику обречена на провал. Государство не может работать на рынке, который стремительно меняется, где бешеная конкуренция, а главное преимущество, на котором гибкость и скорость. Для этого нужны частные инвесторы. Но они не придут в страну без соответствующих институтов, независимых судов, честных силовиков, свободных СМИ. Мало кто захочет вкладывать большие деньги туда, где возможная прибыль не покрывает риски потери бизнеса в пользу какого-нибудь генерала ФСБ. История Роснано, которая в итоге оказалась чуть ли не на грани банкротства, закончилась бы точно так же с любым другим человеком во главе. Ну а Анатолий Чубайс, благодаря своей деятельности в этой госкорпорации, снова стал мишенью для критики, теперь уже со стороны своих прежних товарищей. В России постепенно закручивались гайки, был аннексирован Крым, давление на оппозиционных политиков возросло. Борис Немцов, многолетний соратник Чубайса, был убит под стенами Кремля. Чубайс продолжал возглавлять бессмысленную путинскую госкорпорацию, как будто не замечая всех этих перемен. Он покинул свой пост лишь в декабре 2020 года, перешел на должность с названием, которое невозможно запомнить. Советник президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Некоторые эксперты утверждали, что миссия Чубайса неформально договариваться с западными странами об ослаблении санкций. Так это или нет, мы не знаем, но ясно, что никаких успехов Чубайс на этом поприще снискать не мог. После начала войны любые разговоры о снятии санкций вовсе потеряли смысл. В марте Чубайс подал в отставку и покинул Россию. После этого он совсем прекратил свою публичную активность. Последним его постом в Фейсбуке был пост о Егоре Гайдаре, где он в частности написал следующее. «В наших спорах о будущем России я не всегда с ним соглашался, но, похоже, Гайдар понимал стратегические риски лучше, чем я,
а я был неправ. Спустя несколько дней его, в прошлом одного из высших руководителей страны, сфотографировали снимающим деньги в обычном банкомате в Турции. Пройдет время, сменится поколение, уже не будет и самого Чубайса, но его фамилия по-прежнему останется символом 90-х годов, олицетворением тяжелого трансформационного кризиса, который переживала наша страна. И еще долго фраза «во всем виноват Чубайс» будет оставаться актуальной. Это несправедливо, но объяснимо. Десятилетиями советские граждане жили в иллюзии, что у них сильная страна с могучей экономикой, что доллару скоро кирдык, а на скопившиеся на сберкнижке рубли можно будет не сегодня, так завтра купить хотя бы «Жигули», а то и «Волгу». Но оказалось, что все это время их просто обманывали. Что рубли эти ничего не стоили и были просто цифрами на сберкнижке. Что советское правительство побоялось рассказать об этом, и тяжелая миссия легла на плечи правительства Гайдара и Чубайса. Им пришлось в короткий срок проводить реформы, приводившие ситуацию в соответствие с реальностью, где рубль на самом деле ничего не стоит. Где завод, на котором ты отпахал 40 лет, закрылся, потому что был убыточен и производил никому не нужную продукцию отвратительного качества. Где вчерашний ПТУшник зарабатывает больше доктора наук. Вину за свое потрясение и слом привычного образа жизни люди возложили не на коммунистов, которые довели страну до катастрофы, а на либералов, которые пытались ее из этой катастрофы вывести. Главным образом на Анатолия Чубайса и Егора Гайдара. Конечно, Чубайс сделал ошибки. Ваучерную приватизацию можно было провести иначе, как-то более удачно. И поддержка залоговых аукционов, возможно, была неверным решением. Но Чубайс имеет полное право ответить на все подобные упреки фразой героя известного фильма «Я хотя бы попытался». Гайдар и Чубайс получили в управление страну, которая была на грани голода. Получили без серьезного опыта госуправления и вынуждены были очень быстро проводить реформы, которые никто никогда до них в мире не проводил. В результате Россия получила рыночную экономику вместо плановой, и после тяжелого, но короткого трансформационного кризиса начала быстро восстанавливаться. Уже в 1999 году российская экономика начала рост, а к 2007 казалось, что вот-вот начнет догонять некоторые европейские страны. К сожалению, Владимир Путин остановил развитие России, сначала остановив ее в ловушке средних доходов, когда развитие невозможно без реформ уже государственных институтов, а затем и вовсе приведя ее к катастрофе, начав безумную кровавую войну с Украиной. Наша страна могла стать богатой, развитой и демократической, европейской нормальной страной, но не стала. И в этом виноват совсем не Чубайс. Я желаю Анатолию Борисовичу здоровья, надеюсь, что с ним все будет в порядке, и надеюсь, мы узнаем всю правду, если окажется, что его состояние не результат обычной болезни. Вот такой сегодня рассказ. Намного больше, кстати, о тех временах есть в моей книге «История новой России». Если хотите, то покупайте ее, ссылка будет в описании. Ну вот все. До завтра.